Друзья, что мы все о котиках да о котиках. На нашей планете есть не менее милые существа. Например, оливковая черепаха или оливковая ридлея. Вид некрупных морских черепах. Сейчас она находится под охраной из-за угрозы исчезновения, вследствие истребления людьми и влияния естественных угроз. Оливковая черепаха предпочитает тропические и субтропические воды морей и океанов, в основном прибрежную часть, распространена в теплых водах Тихого и Индийского океанов, от Индии и Японии до Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии на юге и в водах Северной Бразилии и Венесуэлы. Длина панциря у взрослых особей 60-70 см, масса до 45 кг. Панцирь по форме напоминает сердечко и характеризуется наличием 4 пар пористых щитков по нижней его границе. Оливковая черепаха уникальна тем, что у них может быть изменяемое или несимметричное число этих щитков, что ее сильно отличает от всех остальных черепах. Цвет панциря серо-оливковый, соответствует названию этого вида черепах. Цвет только что вылупившихся черепашек черный, подростков темно-серый. Самцы и самки имеют различия, по которым их можно отличать. Самцы более массивны в отличие от самочек. Их челюсти крупнее, пластрон вогнут, хвост толще и виден из-под карапакса. У многих возникнет вопрос: что такое пластрон и что такое карапакс? Пластрон – это почти плоская часть панциря черепахи, которую можно было бы назвать брюхом или брюшной поверхностью панциря, а карапакс – это спинной щит панциря. Самки уступают в размерах самцам, и их хвост всегда спрятан. Обычно в начале дня черепахи плавают в поисках пропитания, а в остальное время дня отдыхают на поверхности океана. Для предотвращения переохлаждения морской водой оливковые черепахи собираются в большие группы. Как правило, эти дамы цвета оливок уплывают от берега при появлении хищника. На суше их врагами являются опоссумы, дикие свиньи и змеи, разоряющие кладки. Оливковые черепахи, несмотря на панцирь в форме сердечка, хищные животные, охотящиеся в мелководных районах с илистым или песчаным дном на различных беспозвоночных – медуз, улиток, креветок и крабов, хотя в отсутствии другой пищи могут переходить на питание водорослями. По-видимому, именно такая ширина пищевого спектра приводит к тому, что черепахи порой пытаются заглотить несъедобные предметы, в частности, выброшенный людьми мусор, пластиковые пакеты и пенопласт. Ежегодно, обычно весной или в начале лета, взрослые оливковые черепахи возвращаются на те пляжи, где родились, и приступают к размножению, в ходе которого каждая самочка производит несколько кладок. Приплывают оливковые черепахи для размножения на одно и то же место в течение всего своего жизненного цикла. И все вместе в один и тот же день. Эта особенность получила название арибида. Этот термин переводится с испанского как «пришествие». Примечательно также, что пляж, место своего появления на свет, черепаха безошибочно определяет, даже если ни разу после своего рождения здесь не бывало. Существует предположение, что ориентиром им служит магнитное поле Земли. Самка оливковой ридлеи задними лапками разгребает песок на глубину приблизительно 35 сантиметров и туда откладывает около 100 яиц. Затем делает это место неприметным для хищников, забрасывая его песком и притаптывая. После чего, считая свою миссию по воспроизводству потомства выполненной, она отправляется в океан, в обратный путь к местам своего постоянного обитания. Потомство при этом становится предоставленным самому себе и воле судьбы. Фактом, влияющим на судьбу маленьких черепашек, является окружающая температура, уровень которой определит пол будущей рептилии. В холодном песке рождается большинство детенышей мужского пола, а в теплом, более 30 градусов, женского. В дальнейшем детеныши оливковой черепахи сами должны будут по истечении инкубационного
эволюционного периода, где-то в 45-51 день, вылупившись из яиц и руководствуясь лишь заложенным в них природой инстинктом, добраться до спасительных вод океана, естественной среды обитания этих чудных животных. Делают это черепашки под покровом ночи, опасаясь хищников. Скорлупу они пробивают специальным яйцевым зубом, а затем пробираются через песок наружу, устремляясь к воде. Как на суше, так и в океане их подстерегает много хищников, поэтому до совершеннолетия оливковые черепахи доживают в очень малых количествах, что и мешает быстрому восстановлению численности этого вида. В среднем оливковые черепахи живут около 70 лет. Популяция оливковых черепах оказывается крайне уязвимой ввиду медленного роста особей и значительного антропогенного воздействия как в форме непосредственного вылова взрослых особей и сбора яиц, так и косвенно, через разрушение мест, пригодных для откладки яиц. Во многих странах коммерческая добыча этого вида ограничена или запрещена, а большинство пригодных для размножения пляжей охраняются. А как вы думаете, как эта черепаха всегда находит путь к пляжу, на котором родилась? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!